Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Что откроется? Что прояснится в ноябре 2024 года? Давайте узнаем. Будем, конечно, реалистами. И вы, мои дорогие скорпионы, это точно реалисты. Любой прогноз о личной истории каждого из вас, увы, не расскажет. Но я надеюсь, вы сумеете переложить образы карт на свою историю, и какие-то подсказки будут. Ноябрь месяц, особенный месяц и для вас. Тем более, мои дорогие, это по сути ноябрь, это месяц Скорпиона, много ваших энергий. И планета Плутон, ваша планета-управитель, одна точнее из планет, оставляет Козерога и перейдет в знак Водолея. Больше свободы, больше вдохновения, больше индивидуальности, самовыражения. Поэтому вот этот удивительный период может как раз стать прекрасным началом каких-то ваших последующих побед. С 20 числа перейдет Плутон в знак зодиака Водолей. Конечно, Водолей это где-то непредсказуемый знак, точнее Плутон Водолея. Но, пожалуй, именно для вас, мои дорогие скорпионы, это драйв жизненный. Главное, чтобы не было болота, наверное, вот для большинства из вас застой страшнее, нежели любой драйв. Стоит скорпиону засучить рукава или поставить перед собой как задачу. Он найдет 1001 способ. Я вас хочу пригласить на свой сайт, где я опубликовала планетарный гороскоп. Для всех знаков зодиака я описываю, как влияют энергии ноября. Оставлю ссылку в описании под видео и также на другие плейлисты на моем канале. Мы же идем дальше. И вот, может быть, было какое-то событие в вашей жизни, вы хотели что-то продолжать, но сложилось либо обстоятельства так, либо ситуация, что вы вынуждены были, ну, как от чего-то отказаться, или сочли это не жизнеспособным. Так вот это вдруг вернется. У нас в ноябре такое может быть. Давайте мы узнаем. И, может быть, есть еще и дела, темы, в которых вы сумели поставить точку. И тоже оказалась запятая, а то и многоточие, как с этим поступить. Какую правду, мои дорогие скорпионы, вы узнаете? И что нужно знать в связи с этим? Что меняется? Меняется как в пространстве вокруг вас и влияет на вашу жизнь. Давайте узнаем подсказки, знаки судьбы и что вам хотят передать, сказать высшие силы. Какие возможности для вас открываются. И мы достанем карту «Совет». Итак, давайте будем смотреть, с чем вы уже, возможно, простились и что в вашу жизнь возвращается. Конкретно решить вопросы по поводу денег раз и, может быть, вопросы по части жилья. Может быть, у кого-то банальный ремонт, у кого-то более глобально место моего нахождения, пребывания. По этой карте есть, возможно, те вопросы, которые требуют согласования в высоких инстанциях, и здесь может пересекаться как документы, деньги, к примеру, налоговые, или какие-то важные согласования, устранить недостаток в плане, если у вас незаконченные договоренности. Вот здесь есть какая-то конкретная история, ситуация, как незавершенная. И я не могу сказать, что это вы уже, возможно, простились. Скорее, мои дорогие скорпионы, это та ситуация, которую, возможно, вы полагали, что вы сделали уже все, что могли. Или она как-то сама будет решена, закроется. Почему я сказала про высокие инстанции? Может быть, уже был проведен ряд переговоров каких-то, и вы тоже думали, что этого будет достаточно. Но оказалось, как будто нет. Давайте мы посмотрим. Вы думали точка, а оказалось многоточие, мои дорогие. Ну, понятно, тут у нас выпадает совершенно другая сфера жизни, больше чувства, больше любви. У кого-то это может быть все вместе. Вопросы дома, где мы будем проживать или куда мы будем переезжать. Вопросы оформления отношений. И здесь вы можете с партнером видеть несколько по-разному. Недопонимание, опять же, карта или недостатка. Недостатка, как не сумели прежде договориться, и значит, какую-то тему вы можете откровенно проговорить. В целом, если вторая карта нам даже говорит о каком-то многоточии или запятой, то вот все то, что вас
прежде разрушала, расстраивала, не давала вам покоя. Теперь есть возможность в ноябре завершить очень красиво, элегантно. Все же это карта наполненности, карта счастья, карта радости. Поэтому найдете вы, мои дорогие, 1001 способ решить какую-то проблему. Давайте я немножко поясню. Хочется мне достать дополнительные карты, потому что пятерка Пентаклей — это всегда очень мелкая карта. Это какой-то очень отрезок короткий нашей жизни или деятельности, который это не длится вечно. Иногда это просто наше восприятие эмоций, с чем это может быть связано. Вы могли буквально отгородиться, словно от мира. Я понимаю, это не для всех будет подходить, но по девятке жезлов мы себя сохраняем. Поэтому мы становимся более прицельно наблюдательными за обстановкой вокруг, и что говорят люди, а главное, что они делают. Мы больше анализируем, чтобы не быть втянутым, может быть, в какую-то историю, которая со знаком минус для нас может закончиться, и с другой стороны, чтобы чего-то не упустить. Мы здесь не торопимся, мы действительно больше сохраняем самих себя. Или это был период какой-то паузы в отношениях, мои дорогие, все же у вас выпадает туз чаш, и это какая-то личная история. И деньги, девятка пентаклей, денежная карта, когда могли быть некоторые суммы, которые вы недополучили, как гонорар или сумма за проделанную работу, вот именно за проделанную работу, или то, что вам причитается, но в конечном итоге к вам может вернуться эта сумма денег. Может быть, это как пересчет какой-то. И тогда вы получите эти деньги. Вообще, в принципе, это карта денежного довольствия, благополучия. Поэтому любые вопросы, мои дорогие скорпионы, которые будут касаться материализма и денег конкретно, вы их сумеете решить, можно сказать, блестяще. Найдете вы какие-то способы, может быть, договориться, как-то провзаимодействовать. Но помните, у вас две девятки, и по нумерологии это преддверие перемен. То есть, видимо, дает вам некоторый реверанс, планетарные, как транзиты, может быть, и ваш Плутон. И пока он в Козероге, это специальный заход в Козерога, чтобы знаки стихии воды и земли что-то сделали очень правильно, завершили очень правильно. Ну, может быть, определились, организовали себя или адаптировались к какой-то ситуации, опять же, правильно. И тогда все остальное, то, что будет складываться потом, оно будет идти более с правильной ноги. Я вас приглашаю на свой сайт. Я более подробно в планетарном гороскопе на ноябрь для всех знаков зодиака я изложила эти планетарные транзиты и как они влияют на тот или иной знак зодиака. Поэтому в ноябре, как раз 19-го, уже все, прощание с Козерогом, и где-то 20-е это у нас уже Водолей. Смена энергии, если не сказать смена эпох. Поэтому что-то блестяще завершить, даже то, что вас выбивало из колеи или расстраивало. И хороший задел на будущее. Чего это еще может касаться? Ну и любви. Деньги, любовь. Вот, наверное, или денежная составляющая, это все же и дела дома. То есть, по сути дела, это то, что мы осязаем. Вот эти вопросы, которые мы решаем, создаем, меняем в нашей материальной жизни. Но а двойка чаш – это карта любви, безусловно, взаимопонимание. То есть, если было утрачено взаимопонимание, вы как раз услышите друг друга. Может быть, была какая-то личная история, любовная история. Может быть, были и другие составляющие, которые, знаете, тянутся словно из прошлой жизни. Значит, найдете вы варианты для того, чтобы какие-то гештальты буквально закрыть. У вас все равно сильная позиция, недаром. Ноябрь месяц Скорпиона. Давайте узнаем. Тайна, какая же она откроется? Очень банально, вы придете к выводу, что то, что меня беспокоило, едва ли не 90% это, ну, где-то мои сомнения, может быть, и внутренние страхи. Получится, не получится, достаточно открыть глаза, говорит нам карта, и ты увидишь, что реальность на самом деле обстоит как-то иначе. С чем или что вам нужно знать? Ну, знаете, наверное, как в спорте, прибавь в конце. Десятка жезлов, да, это карта усталости отчасти, но и карта говорит о том, что у нас хватит терпения, выдержки, сил, физических в том числе.
выдержать какую-то историю и буквально завершить в чем-то, поставить точку. 10 по максимуму, заканчивается как будто. И если карта нам говорит, что делегируй с одной стороны все те дела, которые для тебя сейчас менее актуальны, направь свои силы именно на те вопросы, в которых ты максимально получишь эффект. Эффект – это не обязательно плюс, может быть где-то и компромисс, мои дорогие, но, по крайней мере, вы будете точно знать, что какой-то вопрос у вас не воскреснет вновь, или какую-то бумагу вы подготовите, да, это тоже будет своего рода этап жизни, он позволит вам вздохнуть свободно и идти дальше. Но, с другой стороны, карта говорит, своя ноша не тянет, вот именно в этой карте, корзины с арбузами несут. Да, тяжело, так это согнулись слегка, но, тем не менее, люди уверенно идут вперед, они знают, что они дойдут до своего дома, поэтому по части терпения, выдержки вам не занимать. Но уставшие люди делают ошибки, и вот какая-то тайна, как будто и тайн-то нет, это мы что-то надумали. Всегда девятка мечей, это иногда называют, кстати, карта ночного кошмара. Может быть, у кого-то действительно инсомния, бессонница, и тогда нужно этому уделить внимание самое серьезное. Либо это от того, что вы к вечеру начинаете, к примеру, новости смотреть, активно думать, что-то анализировать, а потом заснуть не можете. Или это уже перешло в какую-то хроническую практику. Может быть, тогда и к специалисту обратиться. Но есть еще и какие-то сомнения. Вот сомнения развиваются как будто от ваших приложенных усилий, и вы как раз понимаете, что в реальности этого нет. Нам показана женщина, которой кажется, что за ней гонится стая летучих мышей. Она бежит вперед, а глаза ее закрыты. Вот что нам передает художник. Давайте мы несколько раскроем все же эту ситуацию, что опять же нам выпадает девятка жезлов, поэтому мы как-то неправильно видели, не в том ракурсе прежнюю историю. Или то, что было для нас со знаком минус, нас как-то закрыло от мира. Или самим захотелось несколько отойти от дел, что-то не форсировать. И мы за это время могли отчасти раскиснуть. Или какой-то сложный период, когда одна неудача за другой. Я могу такое допустить, кстати. Все же мы все разные. И когда у нас, мало позитива в жизни, мы ведь правда раскисаем. И нам хочется так, я вот сейчас отойду от каких-то забот. Я сейчас попытаюсь сконцентрироваться на чем-то своем, чтобы больше предотвратить каких-то минусов, и эта позиция будет сильная, но и чтобы, может быть, более предельно внимательно не упустить того удачного момента, когда я как раз начну действовать, а это будет очень и вовремя, и в тему. Вот может быть и такой момент. Или вы буквально что-то ожидали, когда обстановка вокруг вас может меняться. И действительно, обстановка сама по себе меняется, словно планетарные транзиты, мои дорогие скорпионы, подыгрывают вам, как фортуна. И это буквально карта драйва, когда убыстряются события, как и в обстоятельствах вас окружающих, так это может быть получение известия, какой-то бумаги, письма, когда вам придется куда-то поехать, отправиться, может быть в инстанцию, может быть и вообще в другую страну, или задуматься о переезде. По этой карте мы чего-то не можем отложить на потом, поэтому у вас будет тот период, который для вас потребует быстро осуществить этот переход. Если вот у нас человек буквально под грибом сидит, вот такой бездеятельно грустный, то по рыцарю жезлов это мы буквально подпоясались и куда-то поехали, рванули буквально, потому что куй железо пока горячо. Сейчас есть прекрасный момент закрыть либо решить некоторые вопросы. И тут не до сомнений, не до какого-то анализа глубокого. Вот ваша задача выйти. Эта карта «Бесконечный дождь». Наверное, лучше не назовешь четверку чаш. Девушка смотрит в окно, и ей кажется, это никогда не закончится. Или какой-то период как ограничений для вас. Или, может быть, вы находились, вы могли так чувствовать, пусть это где-то субъективно, что меня как мир отгородил. Или обстоятельства так сложились, я как обособлен. Мало контактов, может быть и так. Или если есть контакты, все какие-то не те люди, которые мне создают больше проблем, нежели вдохновения мне придают.
Но вот, видимо, действовать как-то быстро, и таким образом вы закончите, как и период вот этого, этих ограничений. Он буквально у вас заканчивается. Он дважды у вас заканчивается в тот момент, когда Плутон покидает знак Козерога. Очень в тему планетарным событиям. Но и вместе с тем заканчивается вот этот бесконечный дождь. Совершенно другие энергии. Это то, что как, ну, послание почти высших сил, можно сказать и так. Да, более того, посмотрите, две жезловые карты. Удивительная карта, нам показан, я надеюсь, это видно, человек очень удивленным изображен. И к нему прилетает орел, в лапах несет ему свиток, новость, информация. Человек удивлен. И эта карта, когда вы набираете темп, набираете скорость, когда вы можете что-то организовать, или вы должны на что-то откликнуться, или важную бумагу довести до ума, может быть, согласовать, подписать, или это смена каких-то, ну, как соглашений будет с приставкой «пере», когда вы можете что-то пересмотреть, переделать. Успевайте, мои дорогие, как минимум до 19 ноября, потому что какая-то замшелая история, наконец, может закончиться раз и навсегда. Помогает, как и высшие силы, так и планеты вам, мои дорогие скорпионы, буквально помогают. Что же меняется? День сурка заканчивается. Вот так. И карта дополняет все то, о чем мы с вами сейчас как раз говорили. Мы, безусловно, разные. И кто-то, вот как этот сурок, зверек нам изображен, он вылез из своей норки, посмотрел вокруг, и словно выражение его мордочки говорит: а ну его, пойду обратно вот в эту норку. Там мне как-то все понятно, уютно и кажется надежнее. Поэтому для вас будет риск. Вместо того, чтобы действовать в какой-то, знаете, как когда звезды сошлись, или тысячи дорог, или поступило какое-то известие, или пусть это известие поступило как, ну, вы где-то прочитали, узнали, услышали, и это может быть побудительным мотивом, что вы должны действовать именно сейчас. По-разному к нам приходит информация. И не потеряйте время. Давайте узнаем, как это событие, вот этот день сурка, влияет на вас. Правда, искаженная реальность, вот по сути дела, девятка мечей. Когда мы не настроены на миролюбие, двойка мечей, скорее какой-то конфликт. Мы чего-то не поделили буквально в этой колоде карт. Хотя овчинка выделки не стоила, чтобы из-за этого буквально биться, драться. Какой-то пустяк. И вы как будто могли находиться в зоне ограничений. И в этих ограничениях было неважно, мои дорогие, кто прав, кто виноват. Словно все в одной упряжке, все в одной системе. И даже если вот этот вот, ну, наверное, это каштан, как я предполагаю, если вы даже его с большей частью бы отхватили или что-то бы доказали, кардинально бы ничего не изменилось. Наши два героя как раз в ограничивающем их пространстве стоят, поэтому от какого-то конфликта ни холодно, ни жарко. Только наоборот, мы, вот как этот зверек, да, сурок, хочет залезть в норку. Какой-то деструктивный момент, он у вас заканчивается. Вот это будет меняться. Ну, может быть, и планеты, Вселенная придают вам ускорение, чтобы вы сами, ну, проявили некоторую активность и вышли из, нашли, по крайней мере, или увидели возможность выхода из какой-то закостенелой ситуации. Чего это может касаться? Хочу прояснить. Опять. Ну, все то, что я уже сказала, не повторяюсь. Видимо, действительно какая-то пауза у вас затянулась. Пауза из прошлого, двойка жезлов, когда был выбор, и вы все думали, как мне поступить. У кого-то это было сопряжено с не очень красивой историей в отношении вас. Или, может быть, и ваша, кстати, история под семеркой мечей, хоть и называют карта вора, но в этой колоде это такое соблазнение, когда мы могли на что-то повестись, причем на уровне где-то наших рефлексов, инстинктов, будем говорить, именно страсть могла взыграть. И какая-то личная история была разрушена. Я допускаю, мы все разные. Могли и вы, мои дорогие скорпионы, столкнуться с предательством. Мы ведь можем, по сути дела, находиться
как с позиции любого из показанных персонажей. Может быть, и вы с кем-то попытались играть, соблазнять, а вот оно не пошло или как-то развивалось по-другому. И теперь эту историю тоже нужно завершить. Давайте посмотрим, и что же за продолжение. Сейчас что меняется? По пятерке мечей это конфликт. Может быть, и в отношении вас была допущена какая-то несправедливость, мои дорогие, когда вы даже не предполагали, что человек может так поступить. А может быть, даже тот человек, который имел определенную должность. Вот и такое я могу предположить. И вам хотелось, безусловно, настоять на своем. Вот какой-то конфликт, он у вас должен быть закончен. Иначе, словно отпускай, говорят, не увеличивай дистанцию этого конфликта. Иначе, пока ты будешь в этом конфликте, тебя эта обида, несправедливость будет разрушать. Будь добрее, милосерднее к самому себе. По сути дела, мои дорогие скорпионы, нам все карты говорят об этом. Полюби себя. Именно полюби не в плане какого-то эгоизма, который там расширен до неизвестных широт и высот, а именно с позиции доброты. Даже если ты в чем-то ошибся, или в отношении кого-то, или ты где-то более идеализированно видел обстоятельства жизни, или надеялся, что человек, ну, никогда не поступит как-то очень некрасиво. Прими, что человек такой, ты его не перевоспитаешь. И иди как будто дальше. Погасить все конфликты, погасить все какие-то неточности. Опять же, посмотрите, настойчиво картой выйти вот из этого периода, из зоны, может быть, даже ограничений. И посмотрите, девятка, следующая выпадает. Карта самодостаточности, карта финансового благополучия, карта, когда мы можем сменить место жительства или какие-то очень важные дела по части финансов тоже решить. Вопросы в личной жизни в плане семьи, мои дорогие. Вот кардинально изменить парадигму вашей жизни. Вот такие задачи, наверное, как по Плутону у вас на ноябрь месяц. Иначе, мои дорогие скорпионы, вот этот день сурка или какой-то бесконечный конфликт, он никогда не закончится. Давайте узнаем подсказки высших сил, знаки судьбы. Четверка пентаклей, да, мы можем просидеть и практически ничего не делать. Ведь это карта жадины. Она очень такая красноречивая в этой колоде карт. Нам показан человек, который удерживал, пытался что-то удержать. Ему казалось это очень важным. Но теперь он понимает, тут конкретно мешок с драгоценностями и деньгами, что нет, не материальное что-то важно, а что-то более глобальное, неощутимое есть в нашей жизни. Две ипостаси можно так поделить. В одну сторону мы как бы сложим вот в один мешок. Это будут цена или все дела, наши заботы, проблемы, или то, что мы хотим осуществить, это с позиции цены. А есть еще ценности. Это то, что по факту не оценишь каким-то материальным миром, но то, что нас поддерживает в трудные минуты, то, что мы называем благородство души, то, что мы называем искренностью, откровением, честностью, мои дорогие, вот это невозможно оценить. И если мы чересчур зациклимся на материальном мире, то мы потеряем доверие, к примеру. Мы не будем никогда счастливыми, вполне вероятно. А вот вам-то надо совместить мир материальный и более такой духовный. Вам, мои дорогие скорпионы, в ноябре возвышенное и земное привести вот так вот в целом баланс. И это знаки судьбы. Вам говорят, что ты в следующий раз не ориентируйся только на материальный мир, иначе ты в чем-то можешь проиграть. Давайте посмотрим, какие же возможности перед вами открываются. Может быть, прекратить, опять же, период ожидания. Карта называется «Служанка в ожидании», когда мы ждем, что что-то изменится. Или кто-то изменится в отношении нас, изменит мнение, свое решение. А тут вот именно сам период ограничений и ожидания для вас нужно закончить. В этом, наверное, подсказки высших сил. Давайте я несколько проясню, какой области это может касаться. Или какая сфера жизни для вас может как раз в ноябре проиграться наиболее ощутимо. Это как совет или поддержка высших сил. К чему вас, может быть, Вселенная направляет, мои дорогие скорпионы, к чему она вас направляет. И снова в сторону драйва. Повторно у вас интересный расклад. У вас
дважды выпадают одни и те же карты. И восьмерка жезлов набирает темп, там говорят. Вообще это карта трансформации, когда вот именно, видимо, в ноябре трансформируй как и свои мысли, как и свои где-то намерения, может быть, адаптируй к той ситуации или к тем условиям, в которых ты находишься. Организуй себя как-то по-другому совершенно. Используй эту возможность. Пусть она тебе кажется невероятной. Вот как этот человек обомлел от удивления, ну как это мне птица принесла какой-то свиток. Ну вот и такую вы можете помощь получить в виде внезапного известия, какой-то нужной очень информации. И с этого момента полный вперед. Очень важное решение. Такое, знаете, судьбоносно утверждающее. Ведь жезл — это мы, когда знаем как. Вот и вы будете знать как. Вот подсказки высших сил вам будут даны, мои дорогие. И посмотрите, смена статуса, сильная позиция. Это вы император. Это вы в таких энергиях будете. Видимо, закрыв какой-то вопрос, такой, знаете, как оскомина вам надоевший. Вот этот период ожидания, он у вас окончательно закончится. Я не исключаю, что для многих из вас вот будет какая-то новость, когда срочно и надо будет, как будто необходимо не отложить на завтра. Какие бы сомнения у вас, точнее, не одолевали, это как столкнуться с собственной тенью. Или посмотреть своим страхом, сомнением в глаза и отправиться к каким-то высоким чиновникам или людям, которые наделены властью, некоторой сферой влияний, с длинными руками, да, вот есть такое выражение, которые могут что-то сделать и как-то очень красиво, правильно взаимодействовать. Скорпиону стоит только улыбнуться и постоянно анализировать, как и обстановку вокруг вас, чувствовать собеседника, и все, и нет ничего невозможного. Помните, что вы маги и волшебники, и действительно какой-то шаблон окончательно сломать в ноябре. Давайте узнаем, что же совет? Ну, совет вообще блестящий. Десятка чаш, опять же, по максимуму. Не случайно туз чаш. Вот вы понимаете, какую-то грусть, тоску, серость, уныние перевести в чувство наполненности, радости. И это все в ваших руках. Да, мы можем застрять в этом конфликте или в какой-то ситуации, которая не имеет значения, кто там кому что доказывает. Все в одной, повторюсь, упряжке. И мы можем так свернуть и вернуться словно в свою норку, где нам вроде бы более надежно, мы себя чувствуем как в безопасности, а на кону ваше счастье, мои дорогие скорпионы. Здесь любовь, у кого-то вопросы семьи, вопросы брака. Я, конечно, допускаю, может быть, кто-то прежнюю историю имеет личную со знаком минус, и сейчас у вас в бракоразводном процессе предстоит еще пройти какие-то шаги. Но, значит, все равно вы получите тот заветный документ, который вы хотите. Значит, вы все равно расставите все по местам в своей жизни, и это вам придаст как и уверенности, так и больше как убежденности, что я все делаю правильно. В конечном итоге это как перевернуть страницу собственной жизни. Для кого-то наоборот, по отношениям, может быть, как раз договориться с вашим партнером, даже если вы имеете некоторую разницу во взглядах. Нет для вас ничего невозможного. Поэтому семья, достаток, благополучие, сохраняй все то, что вот именно принадлежит к слову ценности. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.